Морни с самого раннего возраста знала, что является обузой для других. Ее семья относилась к ней бережно. Мать оставила работу, чтобы постоянно находиться рядом и ухаживать за ней дома. Отец работал допоздна, оплачивая бесконечные медицинские обследования и лечение. В воспоминаниях о детстве, которые со временем стали размытыми, мать часто брала ее на руки, тихо что-то говорила, а затем аккуратно укладывала обратно в небольшую кровать. Однажды в день рождения отец вернулся домой, пока Морни еще не спала. Они втроем сидели рядом и пели поздравительную песню. Ей желали покоя, радости и здоровья. Морни принимала эти моменты молча. Она рано поняла, что мать считает ее не способной осознавать свои слова и чувства. И все же Морни замечала усталость в ее глазах каждый раз, когда та поднимала ее неподвижные ноги. Она понимала и едва заметную паузу, возникавшую при слове «здоровье». Но они любили ее. Это она тоже понимала очень рано. Была только одна ночь, которая выбилась из этого порядка. Громкий спор разбудил ее. Голос отца звучал резко. Мать говорила сквозь слезы. Напряжение в воздухе было незнакомым и пугающим. Морни начала плакать. Она была уверена, что родители услышали ее, потому что крик на мгновение стих. А затем вспыхнул с новой силой. В эту короткую тишину пришло чувство, которого она раньше не знала. Она поняла, что должна остановить их сама. Инвалидное кресло стояло рядом с кроватью. Она схватилась за бортик и начала двигаться. Сначала грудь, это было проще всего. Затем живот, который с болью уперся в пол. И наконец ноги. Она собрала все силы, заставила их сдвинуться. Раздался глухой удар. Ссора прекратилась сразу. Кресло лежало перевернутым. Превозмогая боль, Морни попыталась приподняться. Теплая кровь стекла по виску. Мать вбежала в комнату, упала на колени и прижала ее к себе, плача от усталости и страха. Для большинства одноклассников Морни всегда была тихой. Громоздкое кресло с детства отделяло ее от шумных игр и беготни сверстников. Взамен она полностью сосредоточилась на учебе. Все свободное время она заполняла чтением и расчетами. Учителя ставили ее в пример, пока сами не начинали отставать от ее темпа мышления. Среди учеников ходили слухи. Отец Морни работал в одной из известных корпораций Новой Федерации, а после уроков за ней всегда приходил строгий сопровождающий. Она сидела в кресле неподвижно и послушно, как аккуратно расставленная фигура. Особенно смущал окружающих ее постоянный отказ от помощи. Даже когда учителя просили присматривать за ней, даже когда одноклассники с улыбкой предлагали помощь, Морни просто опускала голову и мягко качала ею из стороны в сторону. Со временем терпение детей иссякло, забота сменилась молчаливым исключением. Когда она ехала по коридору, перед ней просто расступались, оставляя ровный пустой проход. Морни это не задевало. Учеба была ее способом быть полезной. Она знала, что если попросят помощи, кто-то обязательно откликнется. Но она помнила усталый взгляд матери, поэтому она молчала. В 16 лет Морни получила письмо о зачислении в Академию Старторч. Ее форте пробудилась еще раньше, в самый обычный день, когда она поняла, что больше не обязана вращать колеса кресла руками. Она прекрасно понимала принципы работы механизма и не чувствовала особого восторга. Управлять им мысленно или физически не имело для нее принципиальной разницы. Ее тело все так же оставалось неподвижным. Той ночью она заметила тускло светящуюся метку Тассеты на бедре. Это показалось ей плохой шуткой. Но письмо из Академии было другим. Академия Старторч считалась главным центром подготовки талантов Солярис, а Space Track Collective стоял на переднем крае технологий человечества. Этот документ словно прорезал трещину в ее замкнутом мире. Даже человек, который не мог ходить, даже обладатель форта, который она считала бесполезным, оказался признан достойным. Она быстро завершила подготовительную программу. Ее форт определили как наиболее подходящим для департамента инженерии экзострайдеров. Она стала известна как гений, любимая ученица наставников, самый молодой ассистент кафедры. Но этого все равно было недостаточно.
Ночи уходили на эксперименты и отчеты. Она бралась за опасные задачи, доводя форты до грани перегрузки. Однажды, испытывая головокружение от пропущенного внутри пакета, она задумалась, если ее тело однажды станет частью фундамента науки, будет ли это приемлемым завершением? Сейчас полночь, ты не собираешься отдохнуть? Она подняла глаза и встретилась с парой золотых глаз. Это был ее наставник, инициатор проекта, человек, который никогда не смотрел на нее с жалостью. «Если не отдохнешь, — ровно сказал он, — ты пропустишь звезды». В Академии не было звезд. Смысл этих слов стал понятен позже, во время экспедиции в Морозные земли. Обычно Морни не брали на такие задания, но наставник протянул ей руку, и она не отказалась. В транспорте ее не выделили среди остальных. Когда путь становился непроходимым, наставник нес ее на спине через снег. В конце пути они сидели на обломках старой машины и смотрели на настоящее ночное небо. «Тебе нравятся звезды?» Они заставляют нас задаваться вопросом, что находится дальше. Однажды человечество доберется до них. Тогда Морни понял сразу несколько вещей. Все они одинаково малы. Она, ее родители, ее одноклассники, человек прямо с ней. Под этим небом никто не был важнее другого. Затем вернулись воспоминания, которые она прятала. Падение, усталость матери, молчаливые коридоры, спокойная мысль о собственном конце. И после этого появилось желание. Не тихое принятие, а сопротивление. Я тоже хочу дойти до этого будущего. Прошли годы. Профессор Морни управляла десятками процессов одновременно. Форте поддерживал парящие экраны, расчеты, переписку. Но споры между людьми по-прежнему отнимали у нее больше сил, чем любая перегрузка. Она помнила пустотный шторм, перегрузку, удар, снова лишивший ее возможности ходить. Но она также помнила Лохай-Рой, небо, которое она создала сама. Ее ноги, восстановленные после операции, уверенно держали ее. Наставник давно ушел. Он никогда не принадлежал одному месту. Это больше не имело значения. Внизу, в зале испытаний, Гелиос излучал серебряный свет. Новая солнечная церемония была тем, чем не мог представить даже ее наставник. Я нашла свой путь и могу пойти дальше, чем ты. Когда ты однажды вернешься, буду ли я готова стоять рядом с тобой?